Дикая буря разразилась ночью, когда двери штаб-квартиры Альянса распахнулись. «Остановите его!» – вскрикнул утомленный дорогой гонец со страхом в голосе. «Не дайте Гримберду завершить работу по созданию автоматона! Остановите его, пока не стало слишком поздно!» С этими словами измученный посланник рухнул на холодный каменный пол. Тревожные новости о новой угрозе быстро распространились по королевству. Безумец-гном создает гигантского боевого автомата, чтобы поработить королевство. Нельзя терять ни минуты. Альянс должен выдвинуться в путь к темным горам, отыскать практически завершенного металлического гиганта и всеми имеющимися силами и ресурсами во что бы то ни стало остановить его строительство, пока не стало слишком поздно. К счастью, в ответ на ужасные новости в распоряжение Альянса прибыли новые союзники. Северные гномы послали отряд канониров, линерийских стрелков, которые обрушат тонну свинца на всех врагов королевства. Но темная армия, в свою очередь, завербовала нового рекрута Крато, яростного элементаля лавы, разъяренного и обозленного из-за шума гномьих машин. Будем надеяться, генерал, что сил Альянса хватит, дабы остановить безумного изобретателя. Как говорится, короткий гном, большие проблемы. На днях от игровой студии Ironhide вышел официальный трейлер предстоящего обновления игры Kingdom Rush Alliance, который знакомит нас с новой бородатой и довольно технической угрозой, новыми участниками Альянса, ну и конечно новыми этапами и коварными врагами. Мнения по поводу предстоящего обновления довольно разные, что неудивительно. Кто-то говорит, что это одно из лучших обновлений, кто-то пишет, что безумно рад вновь повстречаться с гномьей фракцией, ну а кто-то негативно оценивает предстоящее ДЛС. Что же касается меня, мне уже все очень и очень нравится. Давайте же немного разберем данный трейлер и более детальнее рассмотрим, что ждет нас в предстоящем обновлении, выход которого запланирован на 30 января. Ну а пока мы не начали, поддержите меня и мой канал подписочкой и вашим теплым лайкосиком. Каждое видео стараюсь готовить с душой и делать их максимально информативными. Гримберд всегда ненавидел быть в тени Уилбура, поэтому он решил создать автоматона достаточно большого, дабы отбрасывать собственную тень и при этом подчинить королевство. Робот почти готов, и когда он будет завершен, злой Гримберд будет стоять высоко, ну по крайней мере его робот точно. Альянсу необходимо остановить сборку, пока не стало слишком поздно. В первую очередь, новое обновление будет включать в себя сразу 5 этапов. По моему личному мнению, действия скорее всего будут происходить на вершинах темных стальных гор, в правой нижней части карты у воды, где уже заранее готова территория, покрытая густым туманом. Условно их можно обозначить как битва у ворот, пункт сборки, центр управления, зона клонирования и битва с Гримбердом. Во-вторых, как и ожидалось, новый герой будет представлять Альянс со стороны темной армии для балансировки фракций. Имя Крато поневоле отправляет к реальному действующему вулкану в Индонезии – Кракатау, и одновременно напоминает о вулканическом драконе Мургле из Ведженса. Кстати, детальный обзор на этого героя можете найти на моем канале, которая в одной из реплик прямо говорит «Кракатау». Но на самом деле эти два персонажа между собой никак не связаны. Ни географически, ни по родственной линии. Скорее всего, имя подчеркивает образ нового героя, магматический элементаль с горячим характером. Крато – герой-танк, который скорее всего основной атакой наносит чистый урон своим врагам по типу зажигательного Игнуса из первой части и не имеет возможности бить по воздушным целям. Что касается способностей героя, по трейлеру можно парочку рассмотреть. Крато превращается в лавовый торнадо по типу тасманского дьявола, мультяшного персонажа из команды Looney Tunes, при этом разбрасывая капли лавы вокруг себя, которые, попав на врагов, продолжают гореть и наносить чистый урон. Еще одна способность – Крато спавнит лавового мини-элементаля по типу воинственных древесников Сильвары, которые задерживают врагов и вступают с ними в бой.
При этом в момент приземления мини-элементаль, скорее всего, оставляет лавовое пятно, наносящее урон проходящим по ней врагам. Думаю, это происходит только в момент приземления, так как при передвижении юнита остатков лавы не наблюдается. Количество и урон мини-элементалей, возможно, зависит от уровня прокачки навыка. Еще одна особенность героя – это усиление рядом стоящей башни. Но самостоятельная ли эта способность? Вопрос. Ультой героя, скорее всего, есть метеоритный шквал, бьющий по большой площади и наносящий врагам чистый урон. Кстати, при этом, думаю, это единственная способность героя, которая может бить по воздушным целям, если те находятся в зоне поражения в момент использования ульты. Следующей новинкой обновления будет Линерийская башня в виде канонирского отряда. Действовать они, скорее всего, будут по типу ракетчиков, имея возможность наносить урон как пешим врагам, так и бить по воздушным целям. А количество отряда будет регулироваться одной из способностей башни – призывать дополнительного юнита. Число юнитов, скорее всего, будет ограничено 5, а возможно и даже 6 единицами. Довольно интересна механика передвижения отряда на большие расстояния. Юниты стреляют из мушкета в землю, что дает им возможность моментально переместиться в заданную точку. Еще одна способность башни – выстрел крупными разрывными ядрами на большое расстояние, бьющие по площади. Все это делает канонирский отряд прекрасно сдерживающей силой как небольшой группы врагов, так и мощных танков. Кстати, образ новой башни, скорее всего, позаимствован у персонажа игры Kingdom Rush Legends Бомбардирш. Но об этом более детальней поговорим уже после выхода обновления, когда буду делать обзор башни. Ну а теперь пришло время поговорить о врагах предстоящего дополнения, которых, судя по трейлеру и постерам, будет довольно много. Базовый враг – это клонированный гном в труселях, на которого в дальнейшем будут цепляться разнообразные улучшения, броня и проводиться мутации. Следующий враг – это гном с молотом, также скорее всего будет составлять основу ударной силы клонов с малым уровнем хп и урона. Передвигаются медленно, не имея дополнительной брони. Следующий враг – это клоны-боксеры в металлических перчатках, носящие легкую броню и имеющие шанс нанести удар по площади с внушительным уроном, при этом оглушая союзников на некоторое время. Далее, еще на первой локации можем наблюдать гномов со щитами, подобных щитоносцам из Ведженса, которым также, скорее всего, урон можно нанести в ближнем бою в момент их блокировки. Следующий враг – гномы-сварщики-огнеметчики, выпускающие струю пламени в союзников Альянса. Имеют, скорее всего, среднюю броню и хороший уровень здоровья. Еще одной особенностью этого врага есть то, что в момент смерти отделяется газовый баллон, который летит в ближайшую башню, выводя ее из строя на некоторое время. Довольно интересными выглядят гномы-клоны с двумя молотами и наковальней за спиной. И скорее всего это враги дальнего боя, метательного действия. И так как это пока единственный метатель, урон, думаю, от его молотов будет значительный. Что касается летающих врагов, я насчитал по трейлеру и постерам всего 2. Но один из которых, по моему мнению, может иметь определенную хитринку в виде трансформации. Первый – это мелкий дрон в виде заводной мышки с быстромахающими крылышками, и, возможно, это не самостоятельный враг, а юнит, которого создает враг посолиднее. Второй – это полноценный винтовой металлический шароподобный дрон, и вот последний, возможно, имеет функцию трансформации в паукоподобные дроны, которые атакуют уже в пешем порядке. Но пока это только догадки. Но вот что точно, это еще один быстро движущийся рободрон с небольшим количеством здоровья, но передвигающиеся группами. А раз есть дроны, значит есть и механик. Гном-инженер, способный ремонтировать разрушенные механизмы, как это было на локациях в Ведженсе. Ну а теперь о жирненьком и суровом. Базовый гном-клон подвергается воздействию неизвестного вещества и, словно Капитан Америка, трансформируется в непобедимого Халка внушительных размеров. А еще 2 мини-босса, которых мы встречаем у ворот на первой локации.
По врагам, пожалуй, все. Ну а что касается босс-файта, тут никаких спойлеров, все должно быть честно и по-спортивному. Единственное, еще на что хотел бы обратить внимание, так это на третьей локации возле центра управления Гримберт выпускает ракеты, которые выводят из строя на некоторое время наши башни и скорее всего за определенное количество монет по типу финальной битвы с Динасом в Ведженсе, где также большая Берта глушила наши башни, мы можем пожар затушить. А еще интерес у меня вызывает вот этот цилиндрической формы тостер, который как лифт выезжает из-под земли. И тут дилемма, то ли это уровневая башня нам в помощь, что вряд ли, то ли это еще одна зона спавна врага на наши флажки. Ну, конечно же, будут разнообразные пасхалочки и достижения, которые мы с вами обязательно отыщем и откроем. А на этом, друзья, все. Не забывайте подписываться на канал и поддерживать мое творчество вашим щедрым лайкосиком. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Па-па.